Друзья, всем привет! Сегодня у нас интересная самоделка из профильной трубы. Иногда хочется что-то сделать необычное, то, что я раньше еще не делал. И круто, если получается это сделать с первого раза. А вообще, в начале своего пути в направлении «сделай сам» я, конечно, допускал много ошибок. Я не рассчитывал свои силы. У меня был недостаток оборудования, опыта. Я в голове представлял одно, а на деле получалось другое. Конечно, с течением времени это уже сильно изменилось. Теперь я уже, можно сказать, по картинке могу понять, могу повторить я это или не могу. Есть уже какой-то запас оборудования, с помощью которого я могу более широкий круг изделий изготавливать. Все эти вещи есть в моем телеграм-канале. Можете зайти, скачать любой чертеж и при необходимости повторить. Также заодно подписывайтесь на канал Макс. Ну, а с этим изделием давайте начинать. Тут я наткнулся на картинку в интернете с тем, что хотел бы повторить. И с виду это как будто бы сложновато, но уже опираясь на свой небольшой, но опыт, я понимаю, что смог бы сделать это буквально за несколько часов. Специально проверяя себя, делаю все наоборот. Сначала делаю изделие, а потом изготовлю чертеж, о котором я говорил выше. Поэтому затарился профильной трубой, 2 6-метровых 25 на 25, одна труба 40 на 20 и был у меня небольшой отрезок трубы 40 на 40. Итак, начнем. Для начала отрезал от труб 25 на 25 по 3,5 метра и сделал с помощью трубогиба из этих труб кольцо. Сразу скажу, если захотите повторить то, что я делаю, то смело используйте трубы длиной 4 метра. Это я указал в чертеже. Вообще на трубогибе тоже надо приспособиться делать одинаковые детали. Тут для этого есть и линейка, и стопорная гайка на центральном валу. Я в основном пользуюсь только линейкой и всегда получается ровно. Стопорной гайкой для меня целесообразно пользоваться, если деталей необходимо повторить много. Пару колец сделал и вспомнил, что у меня где-то был специальный вал для подключения шуруповерта к трубогибу. Я его быстренько поставил и продолжаю работу с профильной трубой 40 на 20. Тут достаточно два отрезка по 2,5 метра. В процессе изготовления не понимал, какой диаметр надо получить, делал все из головы и на глаз. Но примерно должно получиться как на видео. Кому интересно, в работе мне помогал трубогиб Гиббон. Уже много видео снял, где я его применяю, и много разных штук сделал. И всегда все получалось и сложностей не вызывало. Достойный трубогиб для домашних работ, я считаю. И парничок, и тепличку сможете им сделать, разную мебель, полочки или даже навес для машины. Его хватит за глаза, место не занимает, дорого не стоит. Можно докупать при необходимости разные апгрейды для него. И тогда можно будет и круглые трубы гнуть, и как углогиб использовать. Так что у каждого домашнего мастера такой должен быть в хозяйстве. Если что, ссылка на него в описании под видео. Ну вот со сгибанием трубы разобрались. Теперь время сварочных работ. На неподходящем по размерам верстаке располагаю две согнутые трубы 40 на 20. Цель такая, чтобы один край был совмещен, а второй разведен. Для этого совмещенный край прихватываю сразу, и чтобы временно зафиксировать другой край, прихватываю сбоку кусок трубы, чтобы вся конструкция держалась. На полу уже ждет согнутая в полукольцо труба 40 на 40, к которой я привариваю хорду из этой же профильной трубы 40 на 40 и сразу же выставляю на нее ранее сделанную конструкцию. Один край конструкции встает на центр полуокружности, а другой на центр хорды. Все это обвариваю, чтобы держалось. Эти два изделия должны быть выставлены перпендикулярно друг к другу, а для того, чтобы эта перпендикулярность держалась, привариваю раскосы из пары отрезков трубы 25 на 25, как на видео. На самом деле там получаются довольно-таки сложные углы. Я постарался запилить все под 45 градусов, и если были щели, то я их заполнял с помощью сварки. В этом огромный плюс работы с металлом, в отличие от дерева. Много отрезал, ничего страшного, приварил недостающий кусок и продолжил. Далее приварил отрезки внутри конструкции из труб 40 на 20. Назовем это стойкой, а внизу будет основание. Вообще стойка выполнена в виде полуфермы. Далее я свариваю кольца, точнее замыкаю их. И также кольца свариваю между собой. Один край вместе, а диаметрально противоположный через отрезок 35 см. Дополняю и усиливаю отрезками по краям. Теперь все это дело зачищаю. Как говорят сварщики, чем меньше работаешь болгаркой после сварки, тем лучше ты сварщик. Но некоторые сварщики это воспринимают не так. В центре, в месте, где стыкуются трубы основания, делаем отверстия. Ну и также в сваренных между собой окружностях тоже делаем пару несквозных отверстий, в которые я ввариваю скобу.
Не забываем про покрасочные работы. Покрасил черной краской, которая была в мастерской. Это была моя ошибка, PF115 никак не сохла несколько дней. Весь в ней изляпался, надо было выбрать краску получше. Также занес одну 3-метровую доску 20 на 100 и покрасил ее пропиткой, цвет венге. Ну и после того, как все наконец-то высохло, нарезаю доски по 40 см и монтирую на окружности, как на видео. Доски к металлу хорошо прикручивать флюгельными саморезами. Быстро и аккуратно получается. Ну вот и все. Прикручиваем кверху основания болт-кольцо, вешаем на него специальную пружинку для качелей и вешаем сидушку. Получаем вот такие качели. Основание как у качелей Покона, сидушка простая, как лавка. Можно приварить спинку и постелить подушку. Тогда будет еще лучше. Себестоимость получилась копеечная, 2500 рублей. Делается реально за один вечер. И за несколько вечеров можно наделать таких качелей себе на участок, хватит на всю семью и гостей. Я к весне, думаю, сделаю еще несколько штук. Думаю, за полгода найду время. Причем оказалось самое сложное и нудное для меня – это покраска. В остальном прокатали пару труб, приварили и готово. Так что вот такое изделие получилось. Если вам понравилось, то ставьте лайки и пишите комменты, что следует добавить или, может быть, изменить в этой конструкции. Если не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь тут, в Telegram и Max. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!